Добрый день, меня зовут Анна Михайлова. Я дизайнер бренда Aurora Couture, это бренд свадебных платьев, и дизайнер бренда Aurani. Это элегантная одежда для женщин. Сегодняшняя с вами тема – это новая свадебная мода. И я от своих студентов моей онлайн-школы Aurora Soul очень часто получаю вопросы. Анна, подскажите, а что модно будет сейчас в этом сезоне? Что модно в новое время? Мы все-таки живем с вами сейчас в такое формирование нового мира, нового взгляда на жизнь. И давайте, собственно говоря, сегодня в этом видео и посмотрим, какие у нас есть новые тренды и стоит ли их вообще использовать в жизни, в своей работе, или по старинке делать такие платья, какие делали и в начале 2000-х годов, может быть. Я много, на самом деле, со своей командой слежу за развитием модной индустрии, и мы регулярно отсматриваем модные показы, причем показы модных брендов мировых. Мы сами со своими брендами участвуем в различных офлайн и онлайн мероприятиях, показываем свои коллекции, и, соответственно, я хотела бы поделиться своими наработками в этом именно сейчас. На самом деле, любое платье, которое сегодня будет показано в этом видео, вы сможете сделать своими руками для себя или для своих клиентов, для своих заказчиков. Это на самом деле реально не так сложно, как кажется. Давайте посмотрим, какие факторы влияют на свадебную моду, потому что бывает так частое такое заблуждение, что вот мода повседневная, мода какая-то кутюрная, она меняется. Какие-то тренды появляются, да, сегодня стразы, шипы, завтра кожа, потом низкая талия, потом высокая талия. Это все мы видим с вами, но почему-то мастера, которые занимаются пошивом свадебных платьев, и особенно свадебные ритейлеры, а это свадебные салоны, забывают о том, что свадебная мода тоже меняется. Если вспомнить 2017-2018 год, мы были на выставке в Милане. Это одна из крупнейших европейских выставок свадебной моды, где выставляются огромное количество брендов, и китайские, и израильские, и из Америки, и европейские. И мы видим, что то, что показывали в 2017-2018 году, и то, что есть сейчас на подиумах, то, что сейчас мы видим в коллекциях дизайнеров, это уже прям день и ночь. Очень отличаются силуэты, используемые материалы. И давайте, в общем-то, поймем, почему так происходит. А на самом деле на свадебную моду влияют те же самые факторы, которые влияют и на обычную моду, да, на традиционную моду, так скажем. Это политические события, это мировые катаклизмы, это, собственно говоря, любые события, связанные с какой-то великой радостью или с великой грустью во всем мире. Плюс, конечно же, нельзя забывать тот фактор, что с каждым годом распределение денежных средств, распределение финансов, оно все больше становится полярным. То есть становится все больше и больше людей за чертой бедности, к сожалению. И формируется еще больше отдельная каста людей, у которых деньги есть. И вот это вот огромное количество людей, и вот которые вот здесь вот с деньгами, их совсем немного. И вот эта вот поляризация, она все увеличивается и увеличивается с каждым годом. Соответственно, мы с вами не можем, как дизайнеры, как мастера, которые предлагают свои услуги, мы не можем на это не смотреть, мы не можем как бы закрывать на это глаза. Плюс, конечно же, сейчас идет тенденция все к более осознанному вступлению в брак. Молодые пары, они принимают решение сейчас пожить несколько лет вместе. Очень много, я знаю, людей, которые уже даже рожают детей, живут полной семьей, то есть все как принято, но при этом их отношения не оформлены. По разным абсолютно причинам, не потому что там нет любви, по разным абсолютно причинам. Причем это люди чаще всего, у которых есть деньги, которые могли бы оплатить дорогостоящее мероприятие, шикарное мероприятие, естественно, невесту одеть в красивый наряд, дорогой. Но они этого не делают. Соответственно, если это делают молодые люди совсем там до 25 лет,
то они либо делают это на свои деньги и, соответственно, стараются сэкономить на всем, либо делают это на деньги родителей. И сейчас, большинство семей, домохозяйств, они все равно смотрят на общую мировую ситуацию и говорят, зачем на это тратить деньги. Конечно, есть традиции определенные в определенных народах, и они, на самом деле, я думаю, что многие дизайнеры, которые занимаются платьями восточными, должны молиться, грубо говоря, на эти традиции, и говорить, боже, слава богу, они у нас есть, потому что там действительно, если даже мало денег в семье, в любом случае невесту нужно одеть, чтобы она была в шикарном прям платье. Но это тоже совсем маленькая аудитория, совсем небольшая ниша, на самом деле, если общемировую тенденцию посмотреть. Если говорить про Россию, страна, в которой живу я, то я вижу, как с каждым годом девушки, выбирающие себе наряд на свадьбу, они каждый раз задумываются, а смогу ли я надеть это еще куда-то? А смогу ли я чувствовать себя в этом комфортно? А будет ли мне удобно? И исходя из этого, я как раз-таки подобрала платья в это наше с вами видео, которые отразят суть последних трендов и как раз-таки желаний и запросов реальных клиентов, которые готовы платить деньги. Потому что нужно понимать, что можно ходить и вздыхать по красивым платьям, но не иметь возможности их купить. И вы, если будете обращать внимание и слушать именно таких клиентов, таких людей, вы в любом случае останетесь, не то чтобы у разбитого корыта, но в любом случае у вас не получится шикарный результат финансовый, потому что эти люди, они хоть и хотят, но денег все равно потратить на это не могут. Поэтому давайте сосредоточимся на тех клиентах, которые готовы заплатить деньги, но давайте посмотрим, что же они готовы покупать и что предлагает современный мир дизайнеров. Также меня часто спрашивают мои подписчики, опять же, актуально ли продавать платья прошлых сезонов, прошлых коллекций. Особенно это актуально для, еще раз повторюсь, свадебного ритейла, это свадебные салоны, у них огромное количество платьев всегда с прошлых сезонов скапливается. Конечно, их надо продавать, куда же деваться. И на них всегда, конечно же, будет спрос, особенно если это будет по сейлу, то есть по распродаже, по какой-то с хорошей скидкой. И да, можно с этим работать, но, друзья мои, мы все равно должны с вами генерировать постоянно новые продукты, новые идеи. За нами, за дизайнерами, за мастерами, за стилистами стоит будущее красивых луков наших женщин. Поэтому давайте посмотрим, какие у нас есть с вами тренды. Итак, начнем с того, что показывают дизайнеры на мировых подиумах. Это вообще определенная сдержанность. Сдержанность в силуэтах и сдержанность в материалах. То есть огромные шлейфы метровые, расшитые полностью кружевом, невероятные какие-то накидки, сверху еще фата. Вот это все на самом деле становится уже таким рудиментом свадебной моды. Оно уже отходит, честно вам скажу, от современной моды. Всегда есть, еще раз повторюсь, классические какие-то законы, традиции. Но вот есть тренды современного мира. Мы не можем на них закрывать глаза, поэтому давайте смотреть дальше. Это шелк. Это атлас, это струящиеся силуэты, это бывает даже платье, похожее на комбинацию. Но при этом, при всем, дизайнеры мировые, они видят, что в этом тренд, задают этот тренд. Женщины, когда смотрят на это, они начинают понимать, а действительно, я же и так хожу на фитнес, я и так красотка, я загорелая. Если не загорелая, похожу еще в солярий. И полежу на солнышке на весеннем, и действительно я буду красоткой, я слежу за собой. Сейчас женщины очень хотят следить за собой и прям занимаются фитнесом, пьют витамины, правильного питания придерживаются. Большинство людей, особенно у кого есть деньги, опять же, они это делают. И она думает, а зачем мне себя закрывать так сильно? Сейчас тренд на естественность, да? И в макияже, и в волосах. Посмотрите на прически современных невест на показах, опять же. Это
полураспущенные локоны, может быть, чуть-чуть подколотое, что-то каким-нибудь цветком или небольшой заколкой, да, на затылке. Но это мягкие, легкие какие-то истории. Никаких там навороченных причесок уже давно никто не делает. И я посмотрела, даже сейчас, вот перед тем, как готовилась к нашему с вами видео, я посмотрела на коллекции причесок мастеров, которые в России работают, в Питере, в Москве, кто в тренде, действительно, кто прям сделал себе имя уже, там очень простые прически. То есть, если посмотреть там 2013-2014 год, там было что-то невероятное. Сейчас ухоженные, красивые, естественные волосы, которые блестят сами по себе, и их естественный вид. И это отражается и в одежде, это отражается и в образах. Если говорить про бренды, которые изначально, например, как бренд Schiaparelli, который всегда нас, да, такой вот очень интересный луки нам предлагает, что-то такое необычное с драпировками, с какими-то деталями, объем, то, конечно, такие бренды, они не отказываются ни в коем случае от своего ДНК. Как, например, Philip Plain, да, очень сложно представить, если вдруг он откажется от страз, или Dolce & Gabbana откажутся от ярких контрастных сочетаний. Ну, вряд ли там красное с желтым, да, красное, зеленый и черный. Ну, вряд ли откажутся они от этого, потому что в этом есть, собственно говоря, ДНК их брендов. Поэтому вот Schiaparelli, например, конечно, не отказывается от больших объемов, драпировок, складок, но при этом, при всем, длина достаточно сдержанная, а то и мини. Расход ткани все-таки как-то сужается, да, то есть все как-то более экономно становится. Драпировки, да, конечно, они присутствуют, но при этом при всем мы все равно видим, что отсутствие декора, более лаконичные и сдержанные образы. Например, наш бренд Aurani представил весной 2022 года, представил свадебную капсулу тоже. И вот один из образов, который вы можете видеть сейчас, это как раз-таки атласное платье из хорошего, дорогого индонезийского шелка и японского кружева. И посмотрите, то есть здесь нет пышности, здесь нет длины в пол, нет шлейфов. Но при этом при всем невесты выбирают подобные силуэты. И здесь на самом деле основа — это платье с рельефом. Но посмотрите, как интересно смоделировано оно. То есть там открытая спинка, сделан такой корсетный пояс небольшой, интересные рукава с расклешением. И разрез, да, рельеф переходит в юбку, и идет разрез по этому рельефу. И это все на самом деле делается на основе базовых конструкций, абсолютно базовых конструкций. Просто нужно, конечно же, понимать, как это смоделировать, и тренироваться, и не бояться в простые, очень простые по своей конструкции изделия вносить новое. Как, например, вот как раз таки и разрез, и вырез по спинке, может быть, декольте наоборот, какой-то интересный рукав, но при этом при всем само по себе ткань, да, простейшая, ну, по факту, все очень просто, и мы играем с формой. То есть мы сейчас задумываемся каждый раз при разработке модели, мы задумываемся, сколько ткани мы потратим. Потому что ткань на вес золота становится с каждым днем. Мы смотрим, насколько это привлечет внимание, насколько это будет удобно и красиво, насколько это будет действительно привлекать внимание к себе такая девушка в таком наряде, потому что это важно, потому что это, ну, это торжественный день. Сдержанность, она сейчас характерна еще и в том, что длина свадебных платьев, она перемещается с длины в пол до длины миди. Я думаю, свадебные салоны безумно счастливы на самом деле, потому что это решает вопрос с подгонкой. То есть девушка пришла, померила и всегда подойдет. Кому-то будет по щиколотку, кому-то чуть выше, посередину икры, в зависимости от роста. Но подгонка не нужна. Это классно. То есть сразу пришел, выбрал, надел, заплатил и ушел домой с этим товаром. Замечательно. Конечно же, длина мини тоже начинает все больше и больше завоевывать сердца девушек, потому что это всегда дешевле, потому что меньше тканей, в этом удобно, в этом задорно.
в таком платье. И опять же, очень часто, вот я опять обращу внимание на свой бренд Аурани, очень часто нас спрашивают, а могу ли я куда-то надеть потом еще этот комплект. И, например, у нас есть один комплект, это корсетное платье, и сверху на него надевается приталенная блуза из кружева. Вот эту блузу из кружева можно носить, соответственно, потом с топом, с корсетом, с белыми светлыми брюками, с каким-нибудь даже шелковым платьем комбинации, сверху надев такую блузу, будет очень красиво, с интересным ремнем, обыграть так будет классно. Конечно, нельзя забывать о, опять же, брендах, которые гордятся своими дизайнерскими наработками, опять же, своим ДНК, например, такие как Вера Вонг, у которых всегда в их платьях, в их нарядах присутствует либо цвет, либо форма, либо и то, и другое вместе. И, конечно, они не отказываются от этого, но надо смотреть, что платья Веры Вонг сейчас очень напоминают Веру Вонг в самом начале. Вот, то есть, опять же, лаконичность. Да, платье в пол, но никаких сложных драпировок на самом деле. Все достаточно просто, если можно такое слово применить к моделям Веры Вонг. Если говорим про, например, Виктор энд Рольф, то в их коллекции Bridal, конечно же, всегда будут ярусы, рюши, это обязательно будет. Но посмотрите, материалы какие используются. Используется просто сетка, фатин. Или хлопок. У них, кстати, в свадебной коллекции есть тоже наряды из хлопка, из шелка. Шелк-хлопок в сочетании такой сатин. И грандиозные какие-то формы, но при этом очень лаконичный выбор ткани. Это важно. То есть, да, либо мы берем какой-то яркий материал, яркий в плане, например, там вышивка, да, что-то такое, жаккард, может быть, что-то фактурное, но при этом используем его в минимализме. Либо, если мы хотим что-то грандиозное, если это ДНК нашего бренда, то тогда используются простые очень материалы. Также точно вот можно посмотреть на Моник Лилье, и это ДНК этого бренда всегда нежные цвета, это перышки, это цветочки 3D. И этот бренд сейчас постоянно показывает совсем небольшие платья по форме, то есть по размеру, по форме платья небольшие. Да, там есть эксклюзивные материалы, ручная работа, но это уже не платье в пол с огромными шлейфами, это уже просто другая эпоха, другой мир. И такое платье всегда можно надеть на какое-то мероприятие, не только свадьбу. Конечно, тренд на полупрозрачность никуда не уходит, он остается, нарастает, открытые ножки. Мы тоже в Ауране постоянно это используем, потому что когда ты используешь несложные материалы, простые достаточно материалы, нужно добавить какой-то изюминки. И вот открытые спинки, вырезы, полупрозрачность, разрезы и полупрозрачность ткани, какие-то нюансы полупросвечивающие, они очень хорошо помогают достичь желаемого эффекта и оставаться в тренде, быть в тренде. Конечно, уже не первый год не уходят от нас эффектные рукава-буфы, они прям полюбились очень, прям в них влюбились все. И вот если вы сейчас смотрите вдруг на эти платья, на эти коллекции и думаете, ну в нашем-то городе никогда такое не поймут, дай боже мой. Я вам честно скажу, когда мы смотрели там 4 года назад на эти рукава-буфы, там 5 лет назад, когда они где-то мелькали, ну люди говорили, о боже, это просто моветон, ну это какой-то просто кошмар, ну это, ну как это можно вообще носить, как никто это носить не будет. Сейчас каждая вторая невеста выходит замуж с огромными рукавами. Мы в своем бренде Аурани постоянно внедряем в жакеты, в блейзеры, в платья, в блузы эти огромные рукава. И всем нравится, поверьте мне. И да, кто-то скажет, это непрактично. Поверьте мне, здесь дело не в практичности уж точно, а в том, чтобы было красиво, привлекало внимание, но при этом было достаточно лаконично, да, как бы странно это ни звучало. Потому что все остальное платье, оно достаточно лаконичное. Платье с оголенными боками, с оголенными ногами, которые мы сделали в Ауране, тоже очень привлекло внимание, и оно у нас есть в черном цвете также.
Достаточно простой лиф с каре вырезом, огромные рукава буфы и интересная юбка. Но при этом, при всем, это все достигается смешением всего двух материалов. Это просто атлас, да, индонезийский, и тонкое кружево шантильи. Все, собственно говоря, у нас на юбке даже нет подкладки, потому что, ну, обработка там этих вырезов как раз-таки, ну, не предусматривает подкладку. Поэтому это шьется достаточно несложно. Нужно просто понимать, как смоделировать такую юбку, как смоделировать такие рукава, и на основе обычного корсета сшить такое платье. И оно просто будет, ну, не то чтобы в тренде, оно просто взорвет, поверьте мне, вашу контентную ленту, и она людям точно понравится. Конечно, нужно смотреть всегда, не забывать про то, для кого вы шьете, кто ваш клиент, потому что одним хорошо, то другие скажут, что нет, нам такое не подходит точно. То есть, например, платье с оголенными ногами, с голой спиной и с вырезом по груди, ну, где-то, например, к примеру, например, да, в восточной стране, где традиции есть, где девушка должна быть закрыта, где у нее не должно быть видно ни рук, ни шеи, то понятное дело, что там это будет выглядеть несколько странно, если вы будете такое предлагать. Но даже если вы шьете на Востоке свою одежду, ну кто же вам запрещает продавать ее через интернет в другие страны? Да, боже мой, очень много дизайнеров, которые именно так и делают. Они просто, вот им нравится, им близко вот это, и то, что у них местные их, например, покупатели не будут это брать, ну, для них это нормально, ничего страшного. Я дизайнер, я так вижу. Вот. Также, конечно же, очень классно сейчас в тренде всякие истории, как накидка, какой-то жакет интересный, когда на лаконичное очень платье, которое действительно можно потом надеть, надевается накидка. И это очень классная история, опять же, для свадебных салонов, что можно такие накидки давать в прокат. Они могут быть невероятно расшитыми, красивыми, типа кейпов таких длинных. Оно заменяет сразу, да, и наряд, и фату. Очень-очень красиво смотрится, поэтому, мне кажется, можно тоже как-то применить это, может быть, заказать в свадебный салон свой парочку вот таких накидок, расшитых, красивых, у местных мастеров, которые вам сделают красиво, и вы будете зарабатывать на прокате подобного изделия, подобного предмета праздничной одежды, но при этом при всем продавать само платье еще лаконичное, например, из шелка или из атласа, которое шьется недолго, достаточно просто найти мастеров, которые будут его изготавливать, ну или самостоятельно, если вы, соответственно, шьете. То есть такое платье в прокат нет смысла давать, потому что на нем могут быть затяжки очень быстро, все-таки атлас достаточно деликатная ткань. Естественно, вы можете, продавая платье, давать в прокат еще сверху накидку, которую, ну, вряд ли она понадобится девушке, да, еще. А вот платье можно действительно потом надеть, носить, можно укоротить его для более, ну, для более повседневного использования. Если мы говорим про такие бренды, как Оскар де ла Рента или Каролина Эррера, они всегда в своих коллекциях используют объем и цвет. Принты интересные. Конечно, это никуда не ушло, но, вы знаете, я вижу, что все больше и больше, я вижу, что, ну, вот правда становится все скромнее. Вот правда. Как бы в отношении них это странно не звучало, но все становятся более упрощенные варианты, буфы поменьше на юбках, ткани поменьше тратятся. Может быть, это еще и экотренд такой, да, когда мы думаем о окружающей среде и думаем, зачем так много ткани тратить, на нее тратится, на производство ее тратится столько экологии, да, столько загрязнений в окружающую среду получается. Поэтому, может быть, лучше поменьше потратить ткани, но при этом будет также красиво. И, естественно, универсальные платья, футляры, они всегда будут тоже актуальны, и сейчас они прям набирают оборот. И поверьте мне, девушка чаще заплатит сейчас, особенно в больших городах, 30 тысяч рублей за лаконичный футляр, нежели за пышное платье, которое за 30 тысяч вы можете предложить. За лаконичный футляр из хорошей ткани. Конечно же, костюмы. Костюмы набирают обороты с каждым годом, и сейчас их прям расцвет, еще прям не пик, а расцвет, можно как раз-таки еще успеть подхватить этот тренд. Это широкие брюки, это узкие брюки, это жакеты абсолютно разные, то есть жакеты на запах, жакеты двубортные. Мы сделали в Ауране жакет такой однобортный из атласа с рукавом фонарик.
с цельным воротником приточным. То есть абсолютно разные костюмы. Также это комбинезоны. Различные комбинезоны. Очень классно сочетаются также корсеты с объемными рукавами или без рукавов. Тут уже надо смотреть. Можно рукава отстегивающиеся сделать с брюками. Попробовать можно также с какими-то юбками миди, с силуэтными юбками поиграть. С юбкой-карандашом из благородного атласа какого-нибудь. Тоже очень-очень красиво. Какие-то корсеты с басками. Это в тренде сейчас. Корсет, баска, как мини-платьице такое. И к нему надеваются, например, брюки-клеш в обтяжку. Или прямые брюки. Очень красиво. Красивая, яркая обувь. Сейчас девушки хотят показывать свою обувь. Сейчас столько брендов, столько мастеров, которые красивую свадебную обувь делают, и девушки хотят ее показывать в том числе. А под длинным пышным платьем там ничего не видно. Там вообще желательно, чтобы была обувь без декора, чтобы длинное платье не цеплялось за эти стразинки, за перышки, за все эти бантики. Тренд-трансформер как никогда тоже популярен сейчас. Это вот как раз говорит о том, что а можно ли мне потом носить как-то еще это. Это поэтому очень классно заходят истории мини-платья и сверху такой жакет длинный, как накидка. Это платье-трансформеры, когда мини-платье и юбка с разрезами, да, спереди, когда ее можно снять после церемонии и уже для ресторанной части, для банкетной части уже быть в другом образе, в удобном, опять же, образе. Платья-трансформеры, они могут быть не только платьями, но есть еще комбинезоны-трансформеры. И вообще, в принципе, очень классно, если вы предложите своим клиентам что-то, что действительно можно изменить в процессе торжества, можно изменить образ легко очень. И второй момент – это то, что изделие будет плюсом, если изделие можно носить по отдельности от этого комплекта. Например, белые брюки можно носить потом, да, хоть с кроссовками и футболкой, на самом деле, яркие какие-то кеды, яркая футболка, белые брюки, палаццо, все, это просто бомба, а не образ. Красивый ремень, но при этом при всем эти брюки палаццо могли также точно участвовать в свадебном образе, да, вот у этой девушки, с каким-то красивым боди, с корсетом или с жакетом, а то и все вместе. Вот, поэтому имейте в виду, что тренды, они задаются нам для того, чтобы мы посмотрели, но при этом при всем понимали, кто наша целевая аудитория, кому мы хотим продавать, и внедряли это не прям сразу все, а постепенно. Смотрели смотрели обратную связь. Если с первого раза что-то не зашло, это не значит, что это совсем все нет, что это не будет продаваться. Нужно, опять же, постепенно еще с другой стороны зайти, может быть, в другой ткани попробовать сделать. Поверьте мне, опять же, как я еще раз говорила, то, что кажется сейчас, о боже, у нас это покупать не будут, пройдет полгода, год, два, и все будут это хотеть. И мне бы хотелось, чтобы вы уже здесь и сейчас учились чему-то новому, чтобы вы осваивали новые горизонты. Понимали, что вот это модно, я вам показала. Теперь, внимание, как же это все создать, как это все сшить. Да, обратите внимание, кстати, что на всех фотографиях, которые я вам показала, достаточно классические фасоны. Это лиф с рельефом, это достаточно классические жакеты, просто в интересных тканях исполненные. Это классические брюки, палаццо или прямые брюки, еще вот, клеш, точно так же сейчас популярны. И отлично эта классика ложится на новые тренды, на новое исполнение. Я надеюсь, вы заметили, что также корсеты никуда не уходят, корсеты остаются с нами, и любое красивое платье, любой красивый костюм, чтобы он хорошо сидел, идеально делать на корсете. Я даже корсетные жакеты сейчас очень много вижу, чтобы фигурка была идеальная, чтобы фигурка была точеная. Так вот, в принципе, основа хорошего свадебного платья – это либо прямо крой по параметрам человека, то есть если мы говорим про бескорсетное платье, то это прям точный крой по параметрам человека, либо если все-таки это платье, которое продается в салоне, если вы не обладаете навыками прям идеальной посадки, то корсет это всегда то, что выручает. И самое главное, что корсеты сейчас как нельзя в тренде, и девушки их носят не только в свадебных образах, но даже вот просто приходишь вечером в пятницу в ресторан, в кафе, и там можно увидеть девушек, которые сидят в брючках,
каких-то просто обычных черных брючках, красивых ботиночках и на ней какой-нибудь яркий корсет с интересными рукавами бывает. То есть он используется уже как блуза, как замена блузы. Просто топ, да? Это топ с привилегиями, топ с функцией формирования идеальной фигуры. И это круто, это классно. Поэтому я не могла не упомянуть в этом видео про свой курс «Корсеты и платья», в котором мы изучаем целых 6 разных видов корсетов. Это и с отрезанными чашками, с V-образным вырезом, классический корсет, который подойдет большинству изделий, на самом деле, классического плана. Это без выреза, просто без разрезов, просто облегающий корсет с утяжкой. И, конечно же, на курсе у нас помимо видеоуроков, которые доступны вам, будут в любое время дня и ночи, когда бы вы не захотели посмотреть и поучиться, также, конечно же, лекала на размерный ряд от проверенных мной платьев и корсетов. То есть мы за 10 лет работы наших брендов отработали лекала просто мелочей. Мы их обновляем постоянно, и вам будут доступны самые последние версии. И вы ни в коем случае не останетесь одни, то есть курс онлайн, но при этом при всем с вами в чатах работают кураторы швейные, кураторы технические, даже если что-то у вас там не будет работать, что-то не пойдет, какое-то видео, вам помогут разобраться. И, конечно же, это общение в чате с коллегами по нише, с теми, кто тоже шьет, тоже учится, у кого есть огромный опыт. У нас очень много студентов, у которых 20 лет есть опыт, 15, и они все равно учатся и помогают другим студентам тоже освоить эту профессию и освоить этот продукт. Поэтому даже если у вас небольшой опыт в пошиве, я вас приглашаю на курс «Корсеты и платья». Ссылочка на поступление будет под этим видео.